Ребята, всем привет, доброе утро. Привет из Германии, с местечка Бискоу. Вчера загрузился, прибыл вовремя. У меня загрузка была на 18:30, но, как я и предполагал, Игорь думал, что меня раньше возьмут. Писал этим, они говорят: да, попробуем, мы им сообщили, может быть, раньше возьмут по возможности. Ну, я предполагал, что никто меня раньше не возьмет. Главное, чтобы по времени мне успеть. Вот. Как-то так. Ну, сейчас поподробнее расскажу, что со мной произошло. В принципе, ничего не произошло, все в рабочем режиме. Ну, сейчас мы гоним на Росток, на паромчик. Ну, все, с Богом, поехали, друзья мои. Какие-то вопросы? Сейчас спрошу. Что ты ищешь? Что ты ищешь? Привет. Это у меня фикс сейчас. Ну, Я зарегистрировал. А что, ждать, да? жди. У меня тоже фикс-тайм был на 18:30. Взяли через час только. А было один раз в 16:30 фикс-тайм, а взяли в 9. Не переживай. Позвонят тебе. По телефону скажут второй гейт и номер места, где остановиться. В конце надо это все сделать, да? Там, на месте. А на месте У тебя коврики есть резиновые? коврики есть вроде бы. Там должны быть 5-миллиметровые коврики. Если нету, они дадут. Вот. И, ну, и уголки, и мне. Там он что тебе объяснит, каску обязательно, да? Каску. И когда он грузит, надо. Там такой трап есть на колесиках, ты подводишь его и по нему заходишь на прицеп. Когда он грузит, выходишь, да? Нельзя находиться внутри прицепа. Когда он отъехал, ты можешь ремень перебросить, ставить уголочки, да? И так следующий. Отошел, зашел, отошел, зашел. Потом, когда ты закрепишь полностью и закрываешь шторы, подъедешь туда, к этой проходной, не к проходной, там увидишь. Ему придется фотографировать, тогда только закроешь, пойдешь, поставишь печать и тогда вперед. Не переживай, фиксинг тайм это так. Сейчас просто, я так понимаю, много тех, кого не взяли вчера вечером, сейчас пошли, а после них тебя возьмут. Все, спасибо. Пожалуйста. Удачи тебе тоже. Вот тоже чудака фиксинг тайм. Переживает, не может понять, что за фигня. Что-то как-то последнее время здесь стали они, на фиксинг тайм. Ну, наша задача, ребята, что? Приехать вовремя, правильно, блин? А дальше все. А дальше уже не наши проблемы. Звонишь шефу, блин, он там, или кому, диспетчеру, и он там все выясняет. Ну что, позавчера я сошел в Ростоке, помчался в магазин быстренько. В Ростоке, кстати, блин, Алдик почему-то на ремонте, не работает, блин. Пришлось в Kaufman идти, там другие продукты, там незнакомая обстановка, блин, он здоровый. Так, понемножку что-то прикупил. Купил себе, блин, в Тулсе перфоратор и шуруповерт. Энхеловский. Вот. Потому что я говорил уже как-то в одном из видео, я перехожу на линейку Энхел, ну, в своих инструментах. Раньше у меня был Bosch, подарил его брату, у меня был перфоратор и шуруповерт в деревне. Брат облизывался, все, хотел, чтобы я ему какой-нибудь нашел, такой даже пускай бы ушный. Вот. Ну, они дорогие, ну, он мне там много помогает. И я решил ему сделать сюрприз, подарил ему. Потому что у меня уже теперь есть триммер анхеловский, кстати, не знаю, мне нравится, нормально все работает. Так, сейчас мы зайдем сюда, выйдем на эту дорожку, поедем дальше. Потом в прошлой каденции купил сабельную пилу, тоже аккумуляторные. Вот сейчас еще взял
шурика и перфоратор. Ну, нормально. Причем в кейсах цена адекватная, в районе 150 евро. Шурик стоит 140, а перф 160. Вот, и перф бесщеточный, ну шурик не, по-моему, а может тоже бесщеточный. Ну и профессионал. Не знаю, мне пока прикалывает эта линейка, нравится. И главное, шуруповерт еще, блин, за эти деньги, помимо того, что с кейсом, он еще был, в нем еще внутри два аккумулятора 4 амперочасовых. И не новые эти смарты, но хорошие, нормальные. И зарядка. Ну вообще прекрасная цена. Теперь у меня 5 аккумуляторов, 2 зарядки, вообще обеспечен. Главное теперь время, да, куда это применить, так скажем. Ну что, и помчался на Берлин. Брать Берлин, так скажем. Вот. Отработал я на тот момент 14 часов 59 минут, когда все-таки встал на паркинг в Берлине. Ну там своя точка есть в районе, как эта фирма называется, Дайчсер. Там он стоял до 9 утра, времени у меня было на выгрузку и погрузку дофигища. Единственное, я переживал, что в Штремберге, куда я вез макулатуру, может быть задержка. Там часто бывает. Я там даже рекорд поставил в районе, по-моему, я уже не помню, то ли 6, то ли 8 часов там отстоял. Но этот раз приехал, нормально все. Буквально зарегистрировался, меня сразу позвали, я приехал вовнутрь, там своя организация. И второй раз там уже зарегистрировался. По-моему, ну, не более 10 минут прождал и уже все, поехал на весы. Если раньше там надо было в Штремберге открывать шторы, а у меня алюминиевые планки, обе шторы открывать, обе стороны, и тогда снимать эти планки, подъезжать там на место перед весами, они просвечивали компьютером, то есть такой гемор был. То сейчас этого нет. Все там, все очень хорошо. Руль регулирую, не могу найти точку соприкосновения. Неправильно, как это называется, ну, положение рук, значит, начали болеть локти. А как-то вот так ставишь, как тебе как бы удобно мне было, тогда я не вижу показаний всякие разные свои. Сейчас буду на бан выйду, буду тренироваться. Ну и приехал, у меня, говорю, 18:30 время загрузки, а приехал я там за 2 часа. Ну и Игорь говорит, как тебя возьмут, ты мне сообщи, надеюсь заранее. Я говорю, Игорь, я надеюсь, что меня вообще возьмут именно в то время, которое указано. Потому что уже знаком с этой ситуацией. В прошлый раз, я говорю, меня взяли, вот как я говорил чудаку, где-то в районе 9 часов, а у меня время там было до 22:30. Я сказал, ребята, сори, я не пойду, потому что у меня финиш. Заканчивается рабочее время, извините, тогда только утром я пошел на загрузку, там, в 6 утра. Ну, они говорят, ну тогда в 6 утра. Я говорю, надо регистрироваться? Нет, не надо, мы позовем. Ну, так и случилось тоже. И тоже не в 6, а меня позвали тоже в районе 7. Не, в 6:30, по-моему. Вот. Ну, а сейчас меня позвали на час позже, 19:30. Не, ну я там всю организацию знаю, там быстро меня загрузили. Вот чудак там, нифига себе, машинка. Чудак там стоял, я приехал. Что-то руки-то болят. Думал, после грабли в деревне руки болят. Нет, по-моему, это вот именно, как это называется, ну, короче, вы поняли, энергайзер, как это там, блин, энергематика. Вот, ну ладно. Надо будет таблеточку выпить.
Я как-то, когда в троллейбусах работал, у меня была такая проблема тоже. Но там я знаю, от чего я там штанги управлял, и руку как-то вытянул. И получил эпикензилит. Лечил его полгода. Ну и, короче, загрузили меня. Ну, там чудак стоял на 5-й позиции. Я на 6-й стал. Меня быстро загрузили, блин. А его даже не начинали. Вот. Ну, я загрузился и в 21:40 сейчас скажу точно. Меня взяли по местному времени в 19. Хотя, да, в 19:30, это в 20:30, а в 21:30, 40, в 21:50 я встал. То есть час 20 заняла погрузка меня. Так что все в порядке. Очень быстро меня оформили. Ну, мне там оставалось работать, поскольку я стартанул в 9 утра, там мне работать до 12. 2 часа 20 минут, толку не было никуда ехать. Где тут потом вечером паркинги искать? Там и остался. Сейчас у меня паром на 2 часа дня из Ростока на Трелебург, на Швецию. Вот. Что еще? И ехать мне 300 там 15 километров. Показывает, что я в 11 буду. Ладно, там, если нужна будет паузочка, сделаю паузочку. Но возьмем час запас, даже 1,5 часа запаса. Запас, это значит где-то в районе 12:30 я буду на месте. А вот дальше не знаю, как делать. Надо идти на паром. Паром идет 6 часов. Сходить с парома, остановиться на Трелеборге на паузу или ехать туда дальше. Надо, наверное, будет ехать все-таки дальше. И выработать как опять 3+9. Вчера у меня получилось, кстати, 3+9. Поэтому я не переживаю, хотя сегодня, что у нас, среда. 1/9 я истратил, как и говорил, да, позавчера 14:59 отработал. Тоже интересно, у меня там оставалось время, да, запас там 5 минут. Я приехал на этот паркинг, а там коллега что-то когда долго парковался, и время мое уходит, и я не мог проехать мимо него, чтобы встать в елку. Потом залетел в елку, сразу все закрыл. И у меня, главное, не вождение время заканчивается, а именно рабочее время. Это очень не нравится. Ну, как, наверное, и всем коллегам не нравится. Потому что вождение, ты можешь встал, у тебя время не тикает. А когда рабочее время, у тебя время тикает. Вот. Ну и здесь Беская вообще что-то как-то изменилось. Смотрю, туалет. Раньше там и душ был, и туалет. Сейчас все это закрыто, якобы ключ. Где-то там на проходной, во втором гейте, куда мы заезжаем на эту, как это называется, на загрузку. Ну там, блин, идти там далековато. Единственный плюс здесь магазины. Здесь, кстати, тоже инструментальный магазин есть. Я мог и в него сходить, а не в Ростоке. Ну, цена примерно одна и та же. Даже, по-моему, в Ростоке кое-что дешевле. Ну, не факт. Вот. Ну и вот стартанул я сейчас. И гоним мы на Росток. Главное пройти участок где на 24-ке. Вчера с Игорем говорил, все-таки прилетел мне штраф какой-то там. Он говорит, я не помню, сколько. Я думаю, евро 30, наверное. Я даже знаю, какой радар. Я знал, что там радар стоит. И еду, ищу его глазами. И не вижу, темно. И у меня показывает, что здесь радар, блин. И я что-то заговорился по телефону, так впереди метров так 25. Тинш вспыхнуло, блин, думаю, ну зашибись, попал. И скорость там, по-моему, участок то ли 60, я шел 66, то ли 80, я шел 86, вот не помню. Сейчас буду ехать, главное не забыть, не заговориться ни с кем, потому что
когда разговариваешь по телефону, отвлекаешься. Главное, ехали, мы с ним разговаривали по поводу этого радара. Я говорю, что-то я его не вижу. А, я его что-то почему-то слева смотрел, с левой стороны. Хотя он справа стоит от меня на дороге, причем стационарный. Ну, сам лошара. Вот. И почему буду ехать по Швеции, я так думаю. Потому что не знаю, что меня ждет завтра по погрузке. Если меня ждет паром опять этот, скажем, из Трелеборга, скажем, в Травемунде, то он идет поздно. Мне надо, не хочу я закрывать страну, ну, смену до порта, да, перед линией. Я люблю закрывать тогда, когда заехал туда, потому что там, во-первых, ты едешь там минут 10 до этого, до линии, да, откуда заходим на паром. И во-вторых, не факт, что очень быстро это все произойдет, погрузка. Бывает быстро, а бывает нифига не быстро. Поэтому лучше начать попозже, а чтобы попозже начать, надо поближе приехать. Как-то так. Тридцатник здесь у нас. Нашел я где скрип. Скрип у меня, амортизатор левый передний под крышкой просел. Резинка опустилась. Сказал шефу, будем менять. Ну, уже в Риге. И обнаружил, откуда воздух уходит. Там шланг, он там хомут ставил. Не знаю, почему не поменял кабель. Ну, понемножку буду приводить под себя. Кое-какие нюансы я уже знаю, вижу, записываю себе. Чтобы машина, доведу машину до нужного мне состояния, кондиции, как мне удобно. Вот этот скрип, конечно, подбешивает. На банах его нет. Именно вот когда пробки, когда вот маленькая скорость, да, вот такие дороги неровные, сразу чувствуется. Здесь какой-то радарчик у них стоит. 30, уже 50 было. Почему везде 30 пишется? Он им пишет красным. Да, вот здесь. Типа радар будет на 30, да, я понял. Они все вон едут 40, 39, 40. Видите, он рисует им. Мне улыбается. Hello, man. Hello. Это не радар, конечно, это просто дисплей, так сказать, табло, которое тебе рассказывает, какой ты скоростью едешь. Что-то за X какой-то стоит. Замечательно. Ну, я думаю, пробок не будет. Вокруг Берлина проедем, и будет все нормально. Сейчас мы где-то выскочим. Так, дорога у нас на 12-ю, на 10-ку. 12-ю, потом 10-ку, по 24-ке проедем и пофигячим. И говорю, это главное этот радар не прозевать. Тогда успею, отовариваться в магазин не поеду, приеду в Росток. Росток мне нравится, там интернет есть халявный. Что в порту, что на причале. И ехать можно заранее. Короче, у меня получится хорошо. Конечно, можно было очень рано стартануть, чтобы приехать в порт. Там отстоять каких-то 3 часа. Нет, нафиг, это не годится. Единственный вариант, если я бы приехал в порт за 5 часов до парома, потому что паром там в 6 утра, по-моему, идет, и потом в 2. И до парома отстоял бы, там, скажем, 5 часов, 6 часов на пароме. Вот тогда получилось бы полноценное 11 часов, и смело можно было от Трелеборга ехать.
такого не получится. Поэтому надо делать, не закрывать смену. Но тоже, блин, вот я говорю тахографом, не закроешь смену и будешь 6 часов на пароме, он будет считать ошибку, что типа ты не закрыл смену, страну по окончании смены. Ты смену не закрывал, просто 6 часов на пароме. Как бы. А можно не закрывать. Ну, можно закрыть смену и ехать, но и снова ее открыть после парома. Потому что получится у меня что? Вот я стартанул, скажем, в 7:40 я стартанул. 7:40. Паром приедет в 8 вечера. Это уже будет 11 часов. 2 часа можно, а можно не 2 часа, можно еще ехать до 7 плюс 3, до 10 вечера. Типа 15-шку взять и будет 3 плюс 9. То есть второй раз смену открыть уже в Швеции и погнал. Наверное, я так и сделаю. Самый такой максимальный вариант. Хотя и можно отстоять полностью. До парома паром еще 3 часа. Но далеко будет ехать. Надо будет раньше начинать. А я хочу как можно позже начать. Чтобы позже начать, значит, надо проехать будет. Сегодня еще по Швеции. Вот такие, ребята, у меня планы. Вот. А так, ну что, погнали дальше. Где-то в районе Ростока включусь. Надеюсь, все будет хорошо. И, кстати, как я говорил, что у меня эта каденция всего лишь там 4 недели. Я вот эту неделю дорабатываю и следующую. И потом уже меня будут снимать с кругов и в сторону дома поеду. И буду отдыхать месяцок. Так что вот так. Кстати, у нас в компании нужен водитель. Ну, просто нужен, не знаю. Никого, наверное, может, кого-то заинтересует. Машина, конечно, не новая. Та, на которой я до этого ездил. Но вроде нужен. Если что. Но, единственное, скажу, что он должен быть из Латвии. Не обязательно гражданин, но из Латвии. Как-то так. Ну, на этом пока все. Отключаюсь. Включусь где-то в районе Ростока. Так что так. Погнали дальше, как говорится. Ну что, понемногу приближаемся мы к порту. Сколько тут остается мне? 3 километра. Багов только много, елки-палки. Сейчас какой-то у них месячник и неделя проверки. Вот я не знаю, там это прицепился или не прицепился. Приближаемся к порту. 3 километра остается. Сколько тут много. Да елки-палки, что такое? Что случилось? Что камера включается, будет камера, что непонятно. Зеленый свет.
Сейчас заезжаем в порт. Регистратор не так хорошо пишет звук, наверное, но как есть, потом разберусь. Так много багов по дороге, у них в Европе какой-то там месячник или неделя проверок. Что-то не очень хочется, чтобы меня там проверили. У меня там есть нарушение одно, связано с паромом. Но босс уговорил меня, что если что, он заплатит. Но 56 дней, а у меня заканчивается где-то 18 мая, а сегодня какое, 7. Поэтому не особо хочется. Еще какие-то баги стоят. Наверное, сейчас меня остановят. Нет, решили пропустить. Слава Богу. Внимательно смотрел, наверное, на мой номер. Был бы у меня номер какой-нибудь. Вот это полицейская машина. Вот здесь еще какие проверочные стоят. Елки-палки, тут много. Не хочу. Проверок. Не особо хочется. Вот сейчас спорт. Очень. Надо тут встать аккуратно. А еду туда, подальше. Вот, к туалету подъедем. Куда ты по встречке фигачишь? Много проверяют машин, немцы особенно. Здание красиво. Как бы мне подвезло. Сейчас пойдем сразу зарегистрируемся и поедем в порт. Никто тут меня не проверял. Прятаться. Мне дофигища, как говорится. Например, рев со мной стоит, а мне пофиг. Люди некоторые говорят, о, рев мешают, ничего не мешает. Люди выполняют свою работу, они такие же, как и вы. Все. Вибрации, наверное. Поехали в порт, можно заезжать. Сейчас 11:11, а у меня паром только в 2 часа. Посмотрю, что там будет происходить. Все зависит от плана на завтра. Пока задания на завтра нету, я позвоню Игорю и, наверное, ну что ж такое-то? Елки-палки. Меня какая-то. Что там не хватает? Понять не могу. Ну вот сейчас, ладно, будем проходить. Камера включается. Ладно, по видеорегистратору какой-никакой звук может появиться, то сразу он отключается. О, скрипят тормозам. Выпиваем 52-й Бёрд. А линия какая? А, со 2-й по 6-ю.
Ой, много машин уже набралось. И мы сюда же поедем. На Гетцер. Стенлайн. Триллер Степелайн. Степелайн. И тоже трелебор. Со второй по шестую. Второй по шестую. Сейчас встанем, закроем смену, покушаем и будем отдыхать в ожидании погрузки. Подготовиться надо, там всякие принадлежности. В душ сходим, наверное, в ресторан там скажу. Так. Оба-на. Погнали. Со второй на шестую посмотрим. Посмотрим, какая... Ну, они тут, наверное, знают, какие первые запускают. И куда. Кого-то наверх, кого-то вниз. Со второй по шестую. Вторая, наверное, самая свободная. Удивительно, но наоборот. Мы поедем в пятую. Поедем в пятую, чтобы не быть закрытыми от интернета. Может будет ловить интернет здесь? Тормоза скрипят. Не жду. Вот заехал, встал в линию, в пятую. Надеюсь, быстро загрузят. Хотя мне по барабану, по большому счету. Сейчас позвоню шефу, узнаю, есть план или нету. От этого буду прыгать. Либо тогда закрываю здесь смену. И все, и не парю мозги. В трелеборке достаю там пару часов. Сейчас звякну, узнаю. Надо позвонить. Скажу, что буду закрывать здесь смену сейчас и все. И открою только в Швеции. Игорек, привет. Ну я в порту, ну что там, есть новости? Ясно. Тогда я сейчас в порту закрываю смену. И там уже по ситуации, сколько там максимум, может быть даже так получится, что я там достаю, паузу сделаю. Если будет план, может быть, тогда решу, может быть, проеду пару часов до выгрузки и снова закрою смену уже там. Тогда, так что так. Ладно, ты держи меня в курсе, да, Игорь? Все. Ну, я буду уже там в океане, так что пиши, да, на WhatsApp. Все, добро, хорошо. Ну да, на WhatsApp, я и говорю. Ну ладненько, давай, все, спасибо, давай, на связи. Да, пока. Ну вот, пока еще ничего нету, поэтому я сейчас закрываю смену в Германии. Закрываем смену. Ой, конец страны, начало. Конец страны Германия.
и ставим кровать. Все, 12:20 закрыли смену. И в зависимости от этого самого, сейчас сколько у меня получается, 12:20, в 3 часа по нашему паром, и он будет там в 9, то есть у меня получится, может даже 11 часов на пароме, вместе с паузами. Ну если что, там отстаю там пару часиков, и может быть в зависимости от ситуации рвану дальше, проеду там 150 километров и встану там на паузу, часов в 11. Тогда спокойно могу начать еще одну смену уже через 11 часов. Так, ну что у нас получается по километражу? Мы 316 километров проехали. Восемь, 6. Так, 12:20. Мы отработали даже 4 часа. 38 минут отработал. Руль. Здесь хорошо, в менюшки можно смотреть, сколько ты за день проехал. За неделю, за целый день ровно 4 часа. 4. Как-то так. Врубаем это дело. И готовимся к парому. На этом все, ребята. Надеюсь, все понятно или непонятно. Хотя ничего такого, это просто будни нашей работы. Как обычно, друзья мои, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока и удачи.